Вопрос из зала. Нужно ли заниматься гимнастикой для лица, если я хочу похудеть? Особенно если речь не идет о том, чтобы попрощаться с лишними 300 граммами, да, где-то там в районе талии, а когда речь идет о том, чтобы избавиться от 4, 5, 6, 8, 20, 30, 40 килограмм лишнего веса. Это вопрос, который мы получали с тренерами по фитнесу от клиентов. И мой ответ, как тренера по фейсбилдингу с более чем 10-летним опытом, получившего свой собственный результат, мой ответ: заниматься фейсбилдингом во время похудения обязательно. Запишите себе большими буквами. Обязательно. Обязательно. А теперь давайте разбираться, почему. Еще раз представлюсь, я Лизавета Царькова-Голофаст, практикующий физиогномист, и темы физиогномики мы разбираем на моем канале. В основном по пятницам, но иногда и по понедельникам тоже. Поэтому смотрите, пожалуйста, плейлисты, они все у меня разложены по темам, чтобы вам было удобно. Вот, также я тренер по гимнастике для лица, у меня более 10 лет практического опыта. Я обучаю лимфодренажному самомассажу лица для того, чтобы мои прекрасные ученицы могли легко избавиться от утренней отечности, тяжести в тканях лица. Я специалист в косметике, и у меня очень большой опыт, когда женщины худеют и не делают гимнастику для лица, либо худеют и делают гимнастику для лица. В свое время я сотрудничала, скажем так, у нас были совместные проекты, когда есть диетолог, когда есть нутрициолог, когда есть фитнес-тренер, когда есть психолог, и когда есть я, как тренер по гимнастике для лица, и когда заходят женщины в эти программы, и они начинают делать все комплексно, это называется еще системный подход. И те, которые действительно соблюдают все наши рекомендации, получают всегда потрясающие результаты. А мы вернемся с вами к похудению. Смотрите, когда тело теряет вес, кожа обвисает. Для того, чтобы правильно терять вес, это постепенно, это процесс поэтапный. Поэтому подключаются обязательно силовые нагрузки помимо диеты. Подключаются какие-то силовые упражнения, какая-то активность. И со временем тело меняет очертания, да, кожа меняет свое качество, она подтягивается. Это все знают. Этого все хотят, вот те, кто хотят, правда, похудеть. Мы сейчас не говорим о каких-то очень сложных, прямо из ряда вон выходящих случаях, там, какого-то сумасшедшего веса. Мы сейчас говорим об обычных ситуациях, когда вы на стрессе набрали там 5, 8, 10, 12, на вас это видно, вы хотите от этого избавиться, и вы что-то для этого предпринимаете. Так вот, в прошлом своем видео, в прошлую среду, я рассказывала, вот здесь сейчас ссылка появится, 10 секретов моей молодости и красоты. Среди этих 10 секретов есть 2 пункта. Это физическая активность, систематическая, активная физическая активность, физические нагрузки. И дополнительная. То есть это must have. А теперь второй момент. Что в это время происходит с лицом? Смотрите, если лицо и тело закоррелированы друг на друга очень прямо, лицо может похудеть, но какова ситуация? Если кожа на мышцах тела, она подтягивается за счет интенсивной нагрузки на мышцы, то кожа на лице за счет чего подтянется? Она просто потихонечку будет обвисать, особенно если щеки привыкли быть полными. Есть у нас ситуации, когда полнота щек с телом не коррелирует. В принципе, это нормально. Но это когда мы говорим о большой полноте щек. Тело может быть подтянутым спортивным, а щеки большие. Такое встречается. Мы на физиогномике об этом говорили, я сейчас на этом останавливаться не буду. Но это распространенная тема. Но если ваши щеки были
полными просто от лишнего веса, и они начинают худеть, кожа начинает обвисать, то есть вот здесь начинают появляться провисания. Это эстетически некрасиво. Это портит вам настроение, когда вы смотрите на свое отражение в зеркале. И это не нравится, потому что наше восприятие себя, от этого зависит наша самооценка. Если у вас паршивое настроение, с которым вы утром вышли из дому и пришли на работу, не пришли, а прилетели на метле, и не дай бог это офис, не дай бог это женский офис или миксовый офис, и все такие заметили, что что-то не так, то как сложится ваш день? А вы не успели себя еще пока сбалансировать. Понимаете? Поэтому фейсбилдинг при похудении обязателен. Потому что структура, кстати, структура занятий, полностью структура курса у меня вот здесь тоже изложена. Не поленитесь, пойдите и посмотрите это видео полностью. Вы поймете, что есть упражнения, которые снимают спазмы. Лишний вес в большинстве случаев является результатом стресса. А тело реагирует на стресс спазмами и зачастую болью. Психосоматика называется. Психосоматика. Понимаете? Далее. В лице у нас существуют жевательные мышцы, которые первые на себя принимают стресс. Если вы спите со сцепленными зубами, если вы не можете нормально открыть рот, и у вас между верхними зубами и нижними не влазят 4 пальца легко, тест. Вы не успели открыть рот, поднимая глаза вверх или поднимая брови, у вас нижняя челюсть сама закрывается. Это говорит о том, что вам нужно сделать блок упражнений на вытяжение мышц, а потом дать на них нагрузку, чтобы вернуть им их тонус. Понимаете, в чем дело? Вот о чем я сейчас говорю, что я имею в виду. Только силовые упражнения позволят вам усилить мышечный каркас лица. Вспоминаем, он держится на 3 парах точек. Я вам скажу так. Скуловые мышцы, скуловая пара, да, вот эти вот. Ни у одной моей ученицы, которая пришла ко мне на курс по фейсбилдингу за 10 лет, ни у одной никогда не работали. Вот эта зона была полностью атоничная и уже начинающая потихоньку сползать. Сползает вот эта зона. Сползает вот эта зона. Вы худеете. Смотрите, это важный нюанс. Спросите у своих тренеров по фитнесу, у тренеров у своих. Когда есть лишний вес, у нас за платизмальной шеей, вот здесь вот есть кожа, шея, да, кожа, здесь есть 2 лепестка платизмальной мышцы, а между ними есть жировая прослойка. Индюшиная шея, знаете, что такое? Это когда недостаточно, мышцы не в порядке, и организм на стрессе запасает вот здесь жир. И он собирается, здесь увеличиваются жировые клетки, то есть между кожей и мышцей увеличиваются жировые клетки. И они становятся, видите, как у меня такого нету, но шея вот такая вот становится, как у гуся. Если его пощипать, откуда гусиная шея? Вот. Так вот, нужны конкретные нагрузки на вот эту зону, чтобы от этого жира избавиться. Но если это будет что-то стрессовое, этот жир начнет уходить. Вот здесь начнутся провисания. И это будут некрасивые, очевидные провисания. Плюс у нас в обществе существует стереотип, что возраст женщины выдает ее шея, состояние ее шеи. Ну и рук там еще. Ну, это по контексту, я бы сказала. И очень многих женщин эта тема триггерит. Они почему-то не принимают свой возраст, они стесняются своего возраста, они в анкетах для знакомств уменьшают себе возраст. У каждого своя цель здесь, безусловно. Уменьшают. Им страшно праздновать дни рождения. Страшно называть эти цифры вслух. Господи, мне 45 лет, и что? Это для меня просто какая-то цифра. Я вообще не могу понять, как она связана со мной. То есть вот цифра 45, вот я. Я на нее смотрю, она у меня не вызывает ровно никаких эмоций. Я сказала, ну окей, 45 свечек на торт, задуваем, загадываем желание.
Вот это мое отношение к моему возрасту. Я себе нравлюсь в своем возрасте. У меня столько всего классного произошло за это время. Я не хочу себя 30-летней. Нет, нет. Я не говорю, что я не приняла тот опыт. Приняла. Хочешь, не хочешь, его надо принять. Но вернуться туда я не хочу. Я сейчас гораздо интереснее и красивее. И я горжусь всем. Я присвоила весь свой опыт, все свои успехи. И я молодец. Поэтому у меня вот такое отношение. Я не скрываю свою шею. У меня вообще очень много одежды открытой. Я не ношу, не заматываюсь. Нет, не хочу. Зачем? Скучно мне. Не вижу смысла. Вот скажите, вот зачем это делать? Но, тем не менее, почему у меня красивая шея? Потому что я фейсбилдингом занимаюсь. Есть вполне конкретные упражнения, которые позволяют вот эту зону привести в порядок. И если вы худеете, вам надо их делать обязательно. В фейсбилдинге есть курс упражнений на зону шеи. И их 5, понимаете? Их 5 для того, чтобы проработать здесь все, включая зону декольте. Потому что в зоне декольте зачастую бывает отечность. Знаете, как можно определить? Вы ткнули пальцем, и вот здесь ямка образовалась. Если здесь есть рыхлость, а отечность создает ощущение рыхлости, у вас там будет ямка. Расскажу сейчас случай. Это для тех, кто, возможно, из Днепра, и не только из Днепра, собственно, Одесса, Киев, Харьков, знают, у нас в Днепре есть великий брофитер всех времен и народов Антонина Мозговая. Ее очень легко найти, она в моих друзьях тоже есть. Она профессиональный брофитер, она помогает подобрать бюстгальтеры женщинам. Вот брофитинг это, функциональный брофитинг это правильный, грамотный подбор лифчиков для того, чтобы они выполняли свою функцию. Они мешали нам жить и не раздражали нас. Функциональный брофитинг. Все записали себе. Вот пометьте и сходите, Антонину Мозговую найдите у меня в друзьях. У нее там Инстаграм профессиональный, все есть. К ней можно, кстати, попасть на консультацию. Это не реклама, Тони, нет. Это я просто хочу вам привести пример из своей собственной жизни. Когда она видит меня первый, второй, третий раз в своей жизни, я прихожу на консультацию по подбору бюстгальтера. Потому что у меня был определенный дискомфорт. Я хотела получить профессиональную консультацию. Она бегает вокруг меня, она мне начинает там подбирать, да, мне это все пробую. Она смотрит на мою зону декольте и говорит, как странно, говорит, ты носишь не свой размер, бюстгальтер у тебя функции не выполняет, а отечности у тебя в зоне декольте нет. А я, которая вообще была не в курсе дел вот этих всех, то есть говорю, а что, она должна быть? Она на меня смотрит и говорит, вообще-то она при таком положении вещей, говорит, должна быть. Говорит, она у всех есть, а у тебя нет. Говорит, что же ты делаешь такого, что у тебя нет отечности? Я занимаюсь фейсбилдингом. Все. Кому нужны эти упражнения, приходите ко мне на курс, я вас всех научу. Да, на них надо потратить время. И я инвестирую свое время в эти упражнения. Но мне нравится моя шея, потому что итогом является проработка шеи и хороший лимфоотток из подмышки, что эти упражнения тоже позволяют сделать. Более того, я вам хочу сказать, что эти упражнения останутся с вами навсегда. Наш курс по обучению пройдет, а эти упражнения останутся с вами, и вы сможете вернуться к ним и поддерживать верхнюю часть, да, лицо, зону шеи, подбородка в тонусе еще долгие годы. И если вы это будете делать очень регулярно, вы получите эффект круче, чем косметологический. Тем более, чем операционный. Это я вам гарантию даю. Понимаете? Что еще сказать в защиту фейсбилдинга и в свою рекомендацию, что вам еще не хватает? Если вы хотите похудеть, включите гимнастику для лица в свой похудительный рацион. Это важно, это нужно, и это усилит и улучшит эффект вашего похудения на вашем лице. Усилит вашу привлекательность, поднимет вашу самооценку,
вы станете себя уважать за то, что вы себя любите больше, вы уважать себя за это будете. Вы будете видеть свои результаты, вы будете себя хвалить. И самоценность ваша будет расти. А самоценность, когда она растет, она привлекает другие, более дорогие ресурсы извне. И ваша жизнь, качество вашей жизни начнет меняться с качеством вашего мышления и с качеством вашего отношения к самой себе. Понимаете? И гимнастика для лица в этом деле играет очень даже не последнюю роль. Поэтому у меня спрашивают, я отвечаю, если вы собрались худеть, фейсбилдинг обязательно. Надеюсь, сегодняшнее видео было для вас полезным. Если у вас какие-то есть вопросы, вы мне их пишите. Вы меня знаете, вы же не первый, у меня 150 видео уже здесь. Каждый раз я с вами общаюсь, и тот, кто пришел на мой канал один из первых, он знает, что я отвечаю на вопросы, что я реагирую на комментарии, что я могу провести эфир специально, если меня об этом кто-то попросил на какую-то определенную тему. Вот. Поэтому не стесняйтесь, пишите, да, что вы на этот счет думаете. И в обязательном порядке, да, любите себя, заботьтесь о себе, ухаживайте за своим лицом. Сейчас, слава богу, есть огромное количество методов для того, чтобы оптимизировать уход за собой. Сделать его естественным, натуральным, да, натуральным. И сохранить вот методы естественного омоложения лица, прежде всего позволяют вам сохранить ваши натуральные черты лица, что скажется на том, что вы сохраняете свой характер. Ой, это я сейчас такое завернула, это мы отдельно с вами обязательно поговорим. Это такая очень злая тема, Я уже ее касалась раньше, но сейчас мы в эти дебри лезть не будем, но мы обязательно о ней поговорим. Поэтому я еще раз благодарю вас за то, что вы были сегодня со мной, за ваше, правда, для меня очень драгоценное внимание, за вашу обратную связь. Увидимся с вами на тему молодости и красоты по средам на моем канале. Приглашайте своих друзей, подруг, ваших мам, теть и тех, кому вы бы хотели порекомендовать. Используйте меня как третье лицо. Скажите, а Царькова сказала, что вот это надо. Кстати, это очень хорошо работает. Если вас они не слушают, то, может быть, они послушают меня. Ну, такой трюк тоже можно использовать. Я разрешаю вот использовать меня как, знаете, как официальный третий авторитет, да, эффект третьего лица, как авторитетное третье лицо. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Все. На этой позитивной ноте мы сегодня с вами закончим эту прекрасную встречу. Никогда не сомневайтесь в том, что тело – это целостная система. И если вы хотите достичь каких-то результатов по улучшению своего тела, посмотрите на это комплексно. Не отделяйте тело от головы, а голову от тела. Вот это самая большая ошибка. И хочу добавить сейчас быстро, буквально такую ремарочку. Здесь, в Европе, есть такой дурной совершенно подход. Я не понимаю его, понимать не хочу. Буквально сегодня я имела очередной опыт. Они делят тело на части и лечат тело по частям. Лечат тело по кускам. Но если вы будете худеть и не будете заниматься своим лицом, у вас будет вот как конкретно вот такая ситуация, которую я описала в начале. Позади пионерка, а с лица пенсионерка. Задумайтесь об этом. Я понимаю, что это выглядит как анекдот, но если вы немножечко посмотрите по сторонам, то вы этот потрясающий эффект в обязательном порядке найдете среди тех, кто вас окружает. С вами была я, Лизавета Царькова-Голофаст, тренер по гимнастике для лица. Давайте будем дальше. Заниматься нашим лицом. Забыла упражнение. Быстро сделаем сейчас. Девочки, упражнение очень простое.
Но я сразу скажу, оно не делается одно. То есть пересмотрите мои предыдущие упражнения по средам. Это на то, чтобы сделать четче вот этот угол. Вот это место овала. Все очень просто. Вы садитесь ровно, смотрите. Вы поворачиваете голову прямо над плечом. Вот так вот, вот так. Повернули в горизонтально. Не уткнулись вниз и не задрали нос вверх. Вот вы сидите ровно. И делаете движение нижней челюстью вперед-назад по 40 раз. Вот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 40 раз в одну сторону и поехали в другую. Раз, два, три, 4 и так далее. Один раз утром, один раз вечером. Не надо, но желательно, если это делать в системе с другими упражнениями. Можете сделать фотографию до, фотографию после и через время посмотреть на результат. Вот это место у вас подтянется. Все, пока! Спасибо за внимание.